Друзья, всем привет! Напишите, слышно, видно меня. Если все ок, будем сразу начинать. Какой-то в чатик поставьте минимальную реакцию, чтобы я понимал, что все окей. И поехали. Так, отлично. Виктор, спасибо. Друзья, как всегда, напоминаю, у нас есть форма, которую мы бросаем в чат учеников, и в первую очередь я отвечаю на вопросы из этой формы. Во вторую очередь я отвечаю уже на вопросы, которые вы задаете тут. Итак, поехали. Поехали. Вопросы в форме. Вопросы. Если вы видите, что я, например, прочитал все вопросы в форме и вас пропустил, то вы говорите: Игорь, вы меня пропустили. Так, поехали. Сразу говорю, я отвечаю на вопросы, отвечаю на вопросы на том языке, на котором они заданы. Итак, Данил. Як можна рекламувати ремонт комп'ютерів в телефоні, в ноутбуці, в Google рекламі на картах і в пошуки? Бо Google відкидає цю рекламу і каже, що це не дозволено. Так, дійсно, реклама сервісних центрів в Google є обмеженою категорією. Але треба зазначити, що це є обмеженою категорією лише для неавторизованих сервісних центрів. Тобто Google через величезну кількість шахрайства заборонив рекламу неавторизованих сервісних центрів. Тому, якщо ви не авторизований сервісний центр, то вихід номер один це пройти авторизацію в одного з виробників техніки. Це не обов'язково стати. Тобто, дивіться, що вам запустити рекламу, вам не обов'язково бути авторизованим Apple чи Samsung. Ви можете бути авторизованим якоюсь невеликою компанією, типу Xiaomi, почати або ще меншою якоюсь, отримати в них авторизацію, і потім вже, коли ви отримаєте дозвіл рекламуватися на рекламному аккаунті, потім вже розширюватись. Тобто, або перше, що я і рекомендую, пройти авторизацію. Дивіться, з мого досвіду і з досвіду учнів, а, навіть ті, хто казав авторизацію, у мене я пам'ятаю, учень ще був, коли це тільки ввели цю штуку, її ввели, мені здається, в 20-му десь році. І учень був, він казав, це неможливо пройти авторизацію. Це неможливо, він тоді казав. Немає жодного інструмента, а він був невеличким сервісом під Києвом. Він каже, неможливо. Що ви думаєте, як грати? Спробуй. Що ви думаєте, через півроку людина вже мала 3 авторизації від якихось від Redmond чи Remington, якийсь невеликий виробник фенів. Тостер якийсь Russell Hobbs, мені здається, дали йому авторизацію. Тобто він тупо писав листи виробникам техніки, що треба, щоб стати вашим авторизованим сервісним центром. Він через півроку отримав вже 3 авторизації, без проблем рекламувався. Тому, якби з точки зору бізнесу, пробуйте отримувати авторизацію як сервісний центр де завгодно. Другий спосіб це рекламуватися як сервісний центр для бізнес-техніки. І третій спосіб це незаконний, не по правилам Гугла, це підміна сторінок. Але я це не рекомендую. Так, дальше. Дэн, вопрос от Дэна. Добрый день. Есть остаток одного товара, который нужно продать. Как лучше это сделать? Сделать под этот товар Performance Max, добавить уже работающую Google Shopping компанию или создать отдельную Google Shopping компанию под один этот товар. Подскажите, пожалуйста, какой из этих вариантов выбрать? На самом деле каждый из этих 3 вариантов может сработать. Смотрите, я бы на вашем месте, я бы не выбирал один конкретный вариант, а создал бы все 3 компании. Вот если бы я был на вашем месте. Я бы создал Performance Max на один товар, я бы создал в работающий Google Shopping отдельной группой, выделил бы впереди этот товар, и я бы создал отдельную компанию. И посмотрел бы на первых там 3, 4, 5 днях, я бы посмотрел, где лучше продается, и дальше акцент туда уже ставил. То есть это тот случай, когда правильного ответа нет, потому что, смотрите, все товары индивидуальны. Есть такие товары, которые можно продать просто тупо прямым запросом. Под такие хоть поисковую рекламу можно создать. А есть такие товары, которые люди, в принципе, прямо не ищут, только опосредованно. То есть создайте 3 и посмотрите. И поисковую еще создайте. Смотрите, если у этого, еще сразу рекомендацию докидываю 4. Если у этого товара есть какой-то, как он называется, партномер,
знаете, там, вот у телевизор называется там LG G500P, но у него есть портномер там 500P AKX UK 8Z. И вот если у вашего товара есть этот номер, создайте еще поисковую кампанию с ключевым словом вот этот партномер и модель товара. Вот так вот еще можно продать. Потому что если это один товар, и люди его реально ищут, то тоже у меня, я помню, был ученик, он продавал форсунки для автомобилей, и у него лучше всего, его было преимущество в том, что у него в наличии были очень редкие форсунки для редких моделей автомобилей коммерческих. Их было вообще нигде не найти. И он просто рекламой по партномеру этой форсунки выгребал столько клиентов, очень круто. Так, второй вопрос от Дэна. Оставлять ли включенным ротации объявлений на оптимизации? Показ наиболее эффективное объявление или не оптимизировать рекламу? Чередовать без ограничения времени. Что зачастую делаете вы при настройке Google Shopping компании? Я оставляю оптимизацию обычно. Я не думаю, что это вопрос там прям принципиальный, я оптимизацию оставляю. Так, Ассет. Если я запускаю рекламу на YouTube и через день вижу, что для некоторых групп аудитория цены за лид слишком высокая, мне стоит скорректировать бюджет или подождать еще несколько дней? Однозначно несколько дней. YouTube реклама, она очень инерциальна. И за день у вас вообще картина не вырисовывается. Я бы ждал минимум неделю, чтобы принять решение об отключении. Минимум неделю, потому что, скакать может все, тем более, если вы только запустили. Плюс смотрите, вот вы говорите, цена за лид высокая. А сколько было лидов? Если было 2 лида и высокая цена, вот смотрите, например, я могу себе позволить $3 за лид, там 3,30 максимум. И тут я смотрю, у меня за вчера потратило $10 и 2 лида. Я такой, ой, $5 за лид – это слишком много. Но с точки зрения математики, если бы случайно долетел еще один третий лид, то цена была 3,30, она бы меня как раз устраивала. И, возможно, завтра уже будет 3 лида. То есть, поняли? Смотрите на статистическое количество, а не просто день проработал, дорого отключаю. Так, Виталий. В курсе по Google картам у всех один вопрос. Не получается создать спарк. Нет возможности использовать информацию из курса, как проблемы у всех с созданием. Смотрите, действительно обнаружили, что в Гугле появился новый глюк. И буквально перед этим вебинаром, за час до этого вебинара, я снял дополнительное видео в урок по созданию смарт-компании в курс по Google картам. Сейчас это видео находится на монтаже. Я думаю, через несколько часов, максимум завтра утром, это видео появится в уроке по созданию смарт-компании в курсе по Google картам. Вы его можете... И там я прям по шагам, с учетом новых вводных, с учетом, что уже не создается вот так вот просто, когда нажал, еще буквально, когда записывался этот курс 2 недели назад, неделю назад все работало, сейчас не работает. Google все динамично меняет, записал видео, где прям по шагам, что нужно сделать, чтобы создать. Я по этому видео сегодня вот создал рекламную кампанию, смарт на картах, все сработало. Поэтому сегодня вечером, максимум завтра утром, заходите в урок по созданию смарт-компании на курсе по Google картам, и у вас вот этом видео там 10-минутное, все делайте по шагам, у вас все получается. Так, Николай, реклама становится дороже. Конкурентов очень много. Люди стали меньше покупать по известным обстоятельствам в Украине. Какие стратегии использовать в сфере инструментов, чтобы удержаться на рынке? Смотрите, тут вопрос более такой мировоззренческий с точки зрения бизнес-логики. Вот эту вот стратегию, вот подводку, которую вы написали, смотрите, реклама дороже, конкурентов очень много, люди стали меньше покупать. На самом деле эту подводку можно наложить на любую страну мира в определенном периоде. Например, в США, мне Перри Маршалл рассказывал, в США он начинал создание своего агентства, Перри Маршалл в 2006 ушел с наемной работы инженером, начал консультировать по Google Ads, агентство открыл в 2009. Он говорил, в 2009 году люди боялись купить машину чуть-чуть дороже, чем нужно, тут даже базовую машину. После кризиса на рынке, когда обвалилось все, в Америке, он говорит, люди боялись купить, машину, наверное, это уже на другую категорию, там, грубо говоря, в магазинах заказать больше там какой-то еды, чем нужно им на ближайшие несколько недель. И в условиях этого страха
многие американцы построили успешные бизнесы. То есть в истории любой страны мира была такая ситуация, когда реклама дороже, конкурентов больше, люди меньше покупают. И все эти ситуации всегда преодолеваются с помощью бизнес-логики увеличить. То есть давайте так, математически думаем. У нас увеличивается стоимость привлечения клиентов из-за возросшего количества конкурентов и удорожания рекламы. То есть у нас увеличивается customer acquisition cost, стоимость привлечения клиентов. И из-за какого... И хоть мы в США во время кризиса, хоть мы в Канаде во время коронавируса, где полная тоже была плохая ситуация, что сейчас в Украине во время войны, у нас идет уменьшение lifetime value жизненного цикла клиента. Наша задача влиять на эти два показателя. Если на показатель Customer Acquisition мы прямо влиять не можем, потому что Google формирует все исходя из рынка, то мы можем влиять на показатель LTV. Как мы можем влиять на показатель LTV? Два пути. Увеличение среднего чека, увеличение цикла взаимодействия с клиентом. Увеличение постпродажного обслуживания. То есть если у вас инструменты, что вы можете допродать, предложить, какие услуги, как вы можете клиента удерживать. На рынке со временем, то есть очень просто создать бизнес на растущем рынке. Очень сложно удержаться, когда идет тряска. А тряски всегда идут на любых рынках. Поэтому тут нужно думать в сторону, как удерживать клиентов, как с этими клиентами быть долго, как привлекать их повторно, не платя за рекламу, а через такие каналы, как email, то есть быть креативным. И на самом деле тут уже даже не из разряда рекламы, а из разряда бизнес-стратегии. В чем ваша бизнес-стратегия, в чем вы лучше других. И вот смотрите, я уже занимаюсь Google рекламой 18 лет, и из них в первый раз я начал консультировать в 2012, то есть 13 лет я уже консультирую, и каждые 4 года я слышу одно и то же от многих учеников. Мы не знаем, как дальше расти. И вот что я вижу, те бизнесы, которые рассчитывали просто продавать, и все, они все позакрывались. Те бизнесы, которые выстраивали философию взаимодействия с клиентом, которые говорили, мы нечто большее, чем просто продажа инструментов, мы нечто большее, чем просто сервис доставки еды, те оставались и существовали. Поэтому в вашем случае, я так понимаю, сфера инструментов – это типа дрели, шуруповерты и перфораторы. Кто ваша целевая? Если ваша целевая такой же другой малый бизнес, как вы, строители, думать, как вы можете с ними а, больше сотрудничать. Инструмент ломается, инструмент чинить надо, инструмент там изнашивается, какие-то дополнительные детали, какое-то дополнительное обслуживание, партнерский маркетинг искать. Наверняка этот человек, если он купил у вас бетономешалку, инструмент для смешивания бетона, он пойдет где-то бетон потом заказывать. Так можно сказать, смотри, у меня есть партнеры, у которых великолепный бетон, и потом 5% за приведенного клиента попросить с этих партнеров. То есть тут бизнес-стратегия, а не стратегия рекламная, как быть. Мой опыт говорит, что если владелец бизнеса хорошо задумывается, берет, покупает нужную экспертизу, например, консультантов, стратегических там трэблшутеров, у бизнеса все получается. Если владелец бизнеса продолжает жаловаться и говорить, все фигня, реклама дорогая, клиенты плохие, то бизнес, ну, как бы я уже много такого видел, бизнесы просто перестают существовать. Так, Марина. Недействительные клики, начиная с января 2025 года, резко выросли. В КМС и поисковой. Бывает, что они составляют 50% от всех кликов. Google решает копейки. Снимаются деньги за недействительные клики в полном объеме. Как с этим бороться? Проблема скликивания, мошенничества в рекламе, она настолько большая, что в прошлом году, значит, еще несколько лет назад, суммарный объем мошенничества равнялся примерно ВВП Болгарии, сейчас уже ВВП какой-то развитой европейской страны. То есть это колоссальные объемы денег, и Google никак с этим не борется. Ну, Google пофиг, честно говоря. Потому что, смотрите, логика. Вот представьте, что я Google. И, например, я знаю, что в моей системе есть, скажем, 100 миллиардов долларов на мошеннические клики. Теперь вопрос. Первый вопрос. Могу ли я полностью исключить это явление? Конечно, могу. У меня в Гугле работают лучшие умы мира. Конечно, могу. Другой вопрос. Как отнесутся инвестора, владельцы акций, совет директоров компании Google, если в один момент прибыль упадет на 200 миллиардов?
очень плохо отнесутся. Акции полетят вниз, и меня, скорее всего, уволят с поста генерального директора, если я генеральный директор. Вывод: Гуглу совсем не на руку уменьшать это. Поэтому что делать на данный момент? Пробуйте сервисы защиты от скликивания, Lunio, ClickSys и так далее. Но нюанс в том, что все они работают на уровне клика. Уровень клика это как бы это прошлое, это то, что там 5 лет назад работало. Сейчас все боты работают на уровне конверсии. Решения, сервиса, которые решают на данный момент, к сожалению, нет. Поэтому на данный момент это только оптимизировать рекламу. Только оптимизировать рекламу, следить, откуда больше скликивания, там уменьшать рекламу, перераспределять бюджеты, аудитории. Но вот прямо вот такого решения нет. Скоро на моем YouTube-канале появится интервью с человеком, который занимается, гениальным программистом, который занимается разработкой этого решения. Посмотрите интервью, может откликнется. Так, идем дальше. Как с этим бороться? Так, Владимир. Логотип для рекламы в Ads сделал. Как вы советовали более ярким по сравнению с оригинальным favicon сайта? Оригинальный favicon не такой яркий. Как вы думаете, насколько сильно смущает клиентов сайта тот момент, когда при поиске товара клиент видит яркий логотип выдачи и ниже тот же сайт с подобным менее ярким favicon выдачи и SEO? Я не вижу смысла делать одинаково. Наоборот, у человека создается впечатление выбора. Типа могу кликнуть туда, могу туда. Владимир, как спастись от накрутки левых показов с целью искусственного интеллекта снижения CTR? Мне кажется, что из-за этого у меня повысилась цена за рекламу, показов больше, о рекламе в поиске. При том, что гео отсеять нельзя, тот же город по устройствам, география рынка, все показывает плюс-минус. Ну вот это странно, на самом деле. Проверяйте, нырните глубже, проверьте, значит, если устройство, демография, география, время то же самое, проверьте, не появились ли поисковые запросы, не ключевые слова, а поисковые запросы какие-то левые в разделе «Поисковые запросы». Проверьте, если у вас наблюдение аудитории стояло, что у вас там за аудитории в поиске. Но это странно, что именно показы в 5 раз. Я думаю, где-то есть источник. И обязательно, и я даже, мне кажется, нащупал, в чем проблема. Зайдите в настройки компании и проверьте, не включилась ли у вас галочка «Контекстно-медийная сеть». Такое поведение, как вы описали, характерно, когда Google сам включает, то есть мы при настройке компании обычно включаем контекстно-медийная сеть и поисковых партнеров, но Google может включать. А еще я видел случаи, когда сотрудники техподдержки Google заходили и включали это. Поэтому проверьте в этой компании, выключены ли поисковые партнеры и контекстно-медийная сеть. Очень похоже, что кто-то вам или Google автоматом навредил, или кто-то из сотрудников. Так, Владимир, стратегия максимум конверсий, максимальная цена, стоит ее корректировать на уровне ключевых слов? Не, если максимум конверсии, нет смысла конвертировать. Максимум конверсии, там нечего конвертировать. Так, сложный вопрос. Я не понял. Киев по этому ключу конверсии дорогие, но в следующем месяце дешевые. Ну, конечно, вы смотрите за среднее. Если так вот оптимизировать, типа сегодня там дорого, а завтра там, то вы далеко не уйдете. Вы среднее смотрите. Если вам кажется, что Киев прямо выделяется, создайте отдельную компанию на Киев, отдельную на всю остальную Украину и крутите. И таким образом вы можете бюджетами оптимизироваться. Так, да. Ну вот, ответил. Отдельную компанию на Киев и пробуйте не максимум конверсии, пробуйте, когда у вас конверсии накопят, целевая цена за конверсию. Так, Владимир, почему в ценности конверсии Google рекомендуют указать стоимость товара, а не то, сколько чистой прибыли, потому что Google пофиг, сколько вы зарабатываете. Google хочет создать у вас в глазах видение, что ой, как он классно работает. Ну, то есть Google, смотрите, Google очень хитро продуман. Он рекомендует, говорит, вставляйте цену товара в ценность, а не прибыль. Допустим, у вас товар стоит $5000, ваша прибыль $100. Первый вариант. Вы потратили на рекламу $100 и в ценности передали 5000. Google говорит, смотри, какую мы тебе обеспечили. Ты за $100 продал товар за $5000. У тебя просто все супер. Так,
Верно, соседи. У тебя что-то просто супер невероятно все круто. А во втором случае, если бы вы бы передали ценность, чистую прибыль, ну, там уже нечем хвастаться. 100 потратил, на 100 продал. Поэтому вот какая причина. А, вот. Поэтому смотрите, передавать вы можете что то, что то. Просто помните, что вы передали. Это цена или это прибыль? Так, Светлана. Привет, не могу понять причин, почему возникает ситуация, когда в аукционах у нас 85% показов, в топ-4 68, топ-1 32, а у конкурента 35, 95, 50. Получается, он реже показывается, что на лучшей позиции? Да, может, у вас, смотрите, вот столько запросов, а у конкурента вот столько запросов. И в общем случае вы показываетесь чаще, но в частных случаях он показывается выше. Может, у него стратегия назначения ставок, у вас, может, стратегия по конверсиям, а у него оптимизация по позиции. Показываем меня реже, но на высокой позиции. Как угодно. Качество ключей хорошее. То есть, так, скорее всего, у него стоит стратегия, целевая позиция в результатах поиска. При настройке сигналов аудитории есть возможность выбора тем поиска. Что лучше, настроить аудиторию или при настройке просто вписать в тему ключевые слова? И так попробуйте. Лучше, ну, обычно лучше аудитории, но попробуйте потестить и темы тоже. Э, Так, э, чтобы до этого даже дошло. Окей, посмотрим. Светлана, как работать с пользовательскими... Что тут? Сейчас, секунду. Так, давайте все-таки зачитаю. Вопрос. Касается курса Google Maps. По результатам созданная компания работает 90% на поиске. Первое, нужно проверить, в этой компании указана ли цель посещения мест. То есть то, что вы описываете, 90% на поиске, обычно вызывается тем, что реклама создана была с целью посещения сайта, а не с целью посещения места или звонка. Если все-таки цель посещения места или звонок, смотрим дальше. Резко снизилось качество рекламного аккаунта. Смотрите, на качество рекламного аккаунта вообще никакого внимания не обращайте. У меня, если прям сильно интересно, почему, у меня на YouTube-канале есть видео про качество рекламного аккаунта. Оно называется "5 инсайтов, которые я получил, потратив 500 миллионов долларов на рекламу". И там один из инсайтов, что качество рекламного аккаунта вообще никак не влияет на рекламу. Поэтому, ну, то, что оно понизилось, это типа никакого внимания я бы не обращал. Так, дальше. И какие-то странные вещи на аккаунте, которые раньше не происходили. Ну, странные вещи, что такое странные вещи? Я не знаю. Странные вещи. Магия, может, происходит. Так, вопрос, что бы я тут делал? В первую очередь, я бы проверил, действительно ли настроена правильно компания. Если компания настроена действительно на клики, действительно на показы, а, проверить путь этих людей. То есть то, что вы пишете, что я создала компанию, у меня началось странные вещи происходить в аккаунте, ну, за вот все, наверное, 18 лет работы с Google Ads я никогда, ну, типа, компания может плохо работать, но чтобы что-то странное чудесным образом происходило в других компаниях, никогда не встречал. Так, та я говорю: "Всё хорошо, но здесь подробнее. Видимо, Google приходить здесь не получится". Смотрите, тут вопрос в том, в следовании логики, заложенной. Дело в том, что реклама в Google картах, она, к сожалению, не создается вот типа прямо как другие типы компаний. Там мы работаем через обходы, через ограниченное количество данных. Поэтому важно следовать всем рекомендациям. Давать именно те пункты, те шаги, те пункты, те оптимизации, которые есть. Плюс, обращаю еще одно ваше внимание, что если даже вашу рекламу Google показывает, вот смотрите, гуглите ваш запрос и видите, в поиске Гугла выскакивает карта, то Google напишет, что он показал вас в поиске, но по сути, по факту, он вас показал в поисковом виджете на карте.
То есть тут еще может быть из-за неправильной интерпретации. Вы думаете, Google показывает в поиске, это плохо. Но он вас показывает в виджете карт внутри Google поиска. И это нормально, это то, что приводит к вам клиента. Так, Светлана, как работать с пользовательскими переменными в Google Ads? Есть ли возможность при настройке конверсии напрямую передавать пользовательские параметры с помощью этих переменных? Как работать с атрибутами модификатора объявлений? Есть ли возможность какой-то говорить? Значит, смотрите, как работать с пользовательскими переменными? Тут обратитесь к программисту, к разработчику сайта, потому что пользовательские переменные – это нечто, что находится за пределами стандартного классического подхода в Google Ads. Это уже как бы такой высший класс, когда нужно связать действия человека на сайте с последующими там действиями в рекламном кабинете. Тут программист, чтобы он читал API Google Ads, как это все работает, как это все соединяется. Как работать с атрибутами модификатора объявлений? Если вы пишете поисковое любое объявление, нажимаете фигурную скобочку, выскакивает 3 возможных модификатора. Динамическая постановка ключевых слов, что там, дата еще какой-то, по-моему, город выскакивает. Э, Динамическая постановка, у меня по нему есть видео на ютубе. По дате там просто выбираете, типа, какую дату нужно сейчас делать. Так, дальше поехали. Э, Варвара. Добрый вечер. Добрый. Как правильно рассчитать себестоимость инфопродукта в таблице декомпозиции, если за коробочный продукт создан дальнейших трат почти нет, кроме годовой и помесячной платы за разные сервисы? Если у вас нету никаких текущих расходов, ну, считай, то есть, смотрите, например, ну, время, инвестированное вами в создание инфопродукта, я не считаю за затраты, потому что, ну, это создание бизнеса, это процесс. У вас есть там какой-то там в год, вы говорите, вы платите, скажем, $1000 за какой-то там сервис. Вы прикидываете, что за год я хочу продать 1000 курсов, например, да? Соответственно, у вас себестоимость $1 на курс. Вот такую считаете себестоимость в таблице декомпозиции. Какой дневной бюджет закладывать для корректного расчета в таблице декомпозиции? Ну, она вам покажет, вы закладываете, сколько по вашим поисковым запросам есть трафика, какая цена за клики, она вам показывает, сколько денег вам нужно. Дальше вы думаете, могу себе... То есть смотрите, вот как работает таблица декомпозиции. Например, я приезжаю в Великобританию и говорю, я хочу открыть службу доставки еды на всю Великобританию. Всей еды. Я иду в таблицу декомпозиции, смотрю, доставка пиццы. 100 тысяч запросов в месяц по 2 фунта каждый. 200 тысяч фунтов. Доставка суши, еще 100 тысяч по 2 фунта каждый, еще 200 тысяч. Я смотрю, суммирую, мне для запуска на всю Британию по всем доставкам мне нужно 2 миллиона фунтов в месяц. Дальше следующий вопрос. Если у меня есть эти деньги, я от инвесторов получил 20 миллионов, я готов в рекламу инвестировать эти деньги, я запускаю рекламу. Если у меня нет этих денег, я начинаю думать, у меня только 2000 фунтов, а не 2 миллиона, которые мне надо. Что мне делать в месяц? Тогда а что если я буду показывать не во всю Англию, а только там на Лондон? Пересчитываю. Получается, 400 тысяч фунтов уже надо. Окей, лучше, но все равно дорого. А что если я буду доставлять для начала не все подряд, а только пиццу? 20 тысяч фунтов надо. Лучше. А что если я начну доставку не с всего Лондона, а с какого-то одного района? И буду доставлять только пиццу одного типа. 2000 хватает, все, поехали. То есть логика такая, вы накладываете сколько надо на то, сколько у вас есть, и дальше принимаете решение о корректировке этой суммы. Так, 3. Данные в таблице сильно меняются в зависимости от себестоимости и бюджета. Насколько критично ориентироваться на эти расчеты и лучше тестировать разные стратегии? Ну, я говорю в уроке про таблицу декомпозиции, что эти данные лишь для ориентира. Просто на них посмотреть. Это не стопроцентное руководство к действию, что так и будет. Вы смотрите на эти данные и понимаете, какой шаг дальше делать. Вам нужно все равно тестировать на малых бюджетах разные варианты, разные стратегии. Я бы YouTube рекламу вообще начинал, рекламу инфопродукта начинал с YouTube рекламы. Или с поисковой, если есть четко созревшая проблема. Четко созревшая проблема. Так,
Наталя, в мене питання щодо інтернет-магазина. Всі компанії PMax одна пошукова брендова. Це найвигідніша поки що комбінація. Клас. Квітковий магазин, 30 конкурентів, по проценту показів посередині. Не можу більше процент показів, бо піднімаючи бюджет, втрачаємо прибутковість. Ну, логічно. Постійно на аккаунті нестабільність. Кожного разу, коли я пробую перевести якусь компанію на таргет ROAS навіть нижчий за той, який зазвичай є. Все обвалюється. Компанії час від часу неприбутковими і не реанімуються. Приходиться перезапускати. Працюємо на границі допустимої маржинальності, крім пікових дат. Значить, як можна довести аккаунт до стабільних чисел? Висока конкуренція, заливання бюджетом. Дивіться, я б дійсно шукав, як ви пишете, я би комбінував. По-перше, те, що оці от флуктуації, це суд над Гуглом був. Вони з'ясували, що це сквізінг, вичавлювання, коли вони намагаються Google з вас більше грошей вийняти. І це факт, що компанії спеціально починають гірше працювати, щоб виманити з вас гроші. Тобто, це якби факт є факт. Я би на вашому випадку стратегічно дивився на збільшення середнього чеку в квітковому бізнесі. Це той бізнес, який продає емоції більше, ніж ціною. Ну, тобто, якщо я бачу абсолютно однаковий букет там із 21 рози, але там ціна різна, я куплю де дешевше. Але якщо я бачу унікальне щось, я куплю там, що унікальне. Тому я б дивився в бік збільшення середнього чеку унікалізації. Стосовно компаній, я би тестував у вас ще цю шопінг-кампанію і от ви кажете, ми в існуючій компанії ми змінюємо ROAS і все валиться. Значить, в вашому випадку перехід на ROAS погано спрацьовує, мабуть, там якісь затримки є в статистиці чи ще щось. Тому замість того, щоб переходити в існуючу, створюєте нову і пробуєте там спочатку максимум ROAS, потім target ROAS. Тобто, в вашому випадку максимально тестувати, і, скоріш за все, так і буде. Не буде такої стабільності, але ви хоча б випрацьовуєте собі схему, як на цю стабільність виходити. І шукати методи вийти з цієї ловушки, працювати на границі допустимої маржинальності. Як тільки ви зможете платити трохи більше за конкурентів, ви всіх порвете. Щоб платити більше за конкурентів, треба дуже гарно. Дивіться, що у вас на сторінці спасибі? Чи продаєте ви там, чи продаєте ви потім по телефону? Чи нагадуєте ви своїм клієнтам, які купили там 14 лютого, що ще є 8 березня? Ну, отакі справи. Подивіться теж, як з базою працюють різні компанії. Є дуже, з базою емейлів чи в чат-боті. Тобто, от в цьому працювати. Так, Андрій Щекало. Доброго вечора. Підкажіть, наскільки дієвими є поради Google менеджерів? Дивіться, у мене ж перший урок в курсі називається «Ніколи не вір Google», ніколи не вір Google. Поради Google менеджерів направлені на те, щоб збільшити прибуток Google, не ваш. Тому не діє. Юрій. Реклама на Google картах через смарт-компанії найбільш здивування, по якій кількості тем показується моє оголошення. Хоча поставлені лише 3 точних ключові, у висновку кількість кліків CTR 0,14 показується в пошуку і накатах. Це можна виправити це лише тим, щоб постійно мінусувати. Так, мінус теми. Мінус теми, багато мінус тем. Скільки часу потрібно, щоб точно розуміти, що окей, треба робити нову кампанію з новими словами, таргетингом? Поки за останні, тобто ви мінусуєте, поки не почнуть з'являтися нові мусорні теми. Тоді все окей. Вот. І тоді пробувати нову там на нові теми. Але мінусувати в смартах дуже, дуже треба багато. Дуже. Тому що там принцип трохи інший. Вот. Ну і оптимізувати по іншим параметрам, як у нас в модулі про оптимізацію. Так, Анатолій. Квітковий бізнес в Рівному. Питання 1. Чи варто використовувати всі слова, що пропонує система? Ні, ні і ще раз ні. Для досягнення показника ефективності рекламної кампанії 100%.
Забудьте взагалі про показник ефективності рекламної кампанії. Не звертайте на нього жодної уваги. Ви повинні починати з обмеженої кількості ключових слів. В курсі "Магія Google" я про це розповідаю. Почніть з невеликої кількості точних ключових слів. Питання 2. Чи достатньо вказати 2 популярних мови, якими спілкуються користувачі? Укррос, англійська. Чи матиме більший ефект додавання інших мов Європи, світу? Ну, дивіться, я знаю один з бізнесів, вони були моїми учнями, служби доставки китайської їжі в Києві, у яких основні клієнти були це якраз китайці, китайські студенти. Це ще до ковіду було. І да, вони китайською ще згадували. Ну да, вони все робили на китайській. Я згадую, чи араби на арабській. Ну, може, з національностями або арабам на арабській, або китайцям на китайській, ну щось таке вони показували. Тому, якщо ви бачите, що у вас кожен другий клієнт не розмовляє ні на українській, ні на російській, ні на англійській, звісно, ні. Є сенс. Якщо ні, то окремо ці мови. Плюс зверніть увагу, що якщо ви так, от ви зараз задаєте ці питання, я бачу, що ви не дивилися курс, тому що в курсі Магія Google є відповіді на це питання. Все, створюйте. Якщо на англійську мову окрему компанію, українсько-російську можна в одну, можна теж на окремо. Це є питання в курсі, відповідь в курсі. Якщо синхронізувати Google Ads з мерчант-центром, створюється нова рекламна кампанія. Які основні моменти слід врахувати? Ну, знову ж таки, є ж урок по створенню рекламної кампанії, які всі моменти в цьому уроці є. Географічний таргетинг, слід підробити, все це є. Четверте питання. Система Google Ads пропонує рекомендований бюджет значно вищий. І це відповідь є. Чи варто йти на такі умови? Ні, не варто. В кожному уроці про створення кампанії я кажу, що якщо у вас бюджет цей влаштовує, йдіть, якщо ні, нема. Дивіться, абсолютно, от ви навели 4 питання і кажете, у мене є ще багато. Абсолютно на всі 4 є відповіді в уроках курсу. Тому я пропоную спочатку дивитись уроки курсу, а потім питання. Буде набагато ефективніше. Так, Олег, приветствую, приветствую. Рекламная кампания, целевая цена за конверсию в широком соответствии. Окей. Давно работает, стабильно, эффективно, все классно. Последний месяц резко упало все. CTR с 15 до 10, ничего не меняли. С чем связано? Проверьте, не упал ли показатель качества ключевых слов. Очень похоже на то, что он упал. Имеет ли смысл оптимизировать? Имеет. Либо создать по образу и подобию. Имеет смысл. Похоже, по вашему, вот как я предполагаю, развитие событий, появился какой-то конкурент, который подвинул вас вниз, упала CTR, из-за CTR упало качество, и качество обвалило все показатели. Проверить качество, какое было, какое стало, проверить, не появились ли какие-то конкуренты, и посмотреть, по каким ключам. Скорее всего, CTR упал по некоторым ключам. То есть вы ж можете посмотреть в разрезе ключей. И обнаружить, по каким он упал, посмотреть, возможно, по этим ключам добавились какие-то дополнительные поисковые запросы. То есть вам нужно фактически нарезать вашу рекламную кампанию по ключам, по аудиториям, по демографии, по объявлениям, по географии и посмотреть, где именно произошло падение. Вряд ли бывает, что падение абсолютно везде. Обычно падение где-то в конкретном месте. Так, вопросы из формы закончились. Если чей-то вопрос из формы не задал, пишите в чат, мог пропустить. Начинаю вопросы отвечать вот тут. Ігор, ваш курс Google Shopping мені дуже допоміг. Клас, радий читати. В розвитку мови результати надихають на продовження розвитку компанії. Супер, Ігор. Прямо приємно читати, я радуюсь. Запитання. При збільшенні бюджету на 5-10% є просідання в конверсіях. Ну потім результат. Яка є залежність в цьому? Просто коли ви збільшуєте бюджет, Google розуміє, що йому треба шукати більш клієнтів з більшої кругу кола людей, і йому треба декілька днів, щоб зрозуміти, як переналаштувати алгоритм на пошук більшої кількості людей. Тому просто перечекати ці 2 дні кожен раз. Так, Александр, добрый день.
Прошел курс, но, к сожалению, сейчас много клиентов. Такой вопрос. Я все настроил, так как вы говорили, несколько раз перенастроил, но все 50% это сайты, партнеры Гугла. Если у вас будет время ответить, что и как может что-то случилось, потому что было настроено четко первые несколько дней, а потом просто в один момент появилось 50 кликов на сайте партнера. Проверьте, не указали ли вы случайно в настройках этой смарт-компании э, сайт вместо звонка или вместо посещения точки. То, что говорите, очень похоже на сайт или посещение точки. Плюс посмотрите список поисковых тем, по которым вы показывались, и отминусуйте все те, которые не географически зависимы. То есть тут, скорее всего, алгоритм сбился в сторону показа вас не на те слова. Активно отмінусувати і ще раз проверить настройки. Леволаз. Наразі працює над блоком Google Shopping із курсу і виникне кілька питань. В курсі вказано, що слід залишати налаштування сайти пошукових. Так, Google Shopping з загального курсу. Сайти пошукових партнерів. Е, не розумію, що зараз сайти пошукових партнерів відносяться до пошукової реклами. Ви пишете про Google Shopping рекламу. Типу, з різних речей. Напишіть куратору або у підтримку, про який ви саме урок питаєте, про яку саме кампанію, і спробуємо відповісти. Але ви пишете налаштування, ви пишете про один тип кампанії, налаштування, яке є в іншому типі кампанії. Так, як робити по групах товари, якщо фіди на них зайшли з Shopify, і там було не дуже правильно, де можна в Shopify зазвичай є модулі різні для формування фіду. В налаштуваннях модулів шукати. Або знайдіть розробника Shopify, який вам ці фіди налаштує. Так, Віктор. На Google картах заблокований аккаунт. Краще видалити на онлайн. Так, якщо він заблокований, і ви не збираєтесь боротися за нього, і тут, якщо ви новий аккаунт створите на цій же адресі, скоріш всього, ви теж отримаєте блок. Тому, якщо та ж адреса, та ж назва, краще спробувати повернути цей, тобто спілкуватися з техпідтримкою. На нову офлайн точку з послуг краще робити окремий Gmail, але повністю окремий кабінет. Я не бачу в цьому сенсі. У мене, наприклад, на одному Gmail всі точки. Тобто, не бачу в цьому сенсу. Можна так зробити, але сенсу багато не бачу. Оливия. Ритейл-бизнес. Есть компании, которые управляют нашими Google Ads. Выяснилось, что все это время они вели PMAX без фида продуктов. Можно добавить фид в существующий PMAX и лучше создать новый? Лучше создать новый, так как фактически ваша реклама обучалась совсем не на тех данных. Она обучалась не на людях, которым нужна реклама, а на людях, которым нужны товары, а на людях, которые просто кликают куда попало. Новую компанию создадите. Так, как создать филиалы в Google карты услуги? Можно одним номером телефона один и тот же аккаунт. Спасибо. Филиалы. Мгм. Филиалы, филиалы, филиалы. Хороший вопрос. Раздумаю. Вы знаете, я не знаю ответа на этот вопрос прямо сейчас. Как создавать, если много филиалов? Я видел, консультировал компании, у которых было уже готово много филиалов, но вот как они именно добавляли, там было что-то типа добавить массово через CSV, как-то их массово загружали. В любом случае, первое, почитайте справку, как добавить филиалы. Если не найдете, напишите под уроком, поможем с куратором. Так, дальше идем. Филиалы или карты. Добрый вечер. Рекламы были выключены. Как сейчас правильно запуститься, Михаил? Товарная группа или сезонные не очень товары, больше ставку или больше бюджет? Не понял вопроса. Если были выключены долго, надо лучше создать новые.
Создайте на самые горячие товары, но лучше сезонные. То есть ваша задача, наверное, получить, сразу какие-то продажи. Вы же знаете, что сейчас у вас лучше продается, но эти товары запустите. Вот. Какие символы в заголовках различаются при создании Performance Max? Символы алфавита. Ну, типа, если вопрос, можно ли добавить каким-то скрытым секретным способом там смайлики, классики, сердечки, нет. Ну, точнее, добавить можно, потом оно будет отклонено все равно. Так, Андрей, какое лучше использовать ключевое слово? Купить корейский крем для лица и название фирмы или без слова купить? А что вам мешает оба запустить и посмотреть, где лучшие результаты? Смотрите, в жизни любой компании, которая запускает рекламу в Гугле, вопросы ключевых слов возникают каждый, ну, постоянно, потому что ключевых слов сотни тысяч. А какое лучше, это или это? Это или это? Это или это? Это или это? И вариант первый — это ходить искать того, кто ответит тебе на этот вопрос, и по секрету скажу, никто не ответит. Ну, потому что не существует такого справочника лучших ключевых слов, чтобы я сейчас такой: так, открываю этот справочник и такой смотрю: так, ни страну, ничего не знаю. Ладно, открываю, любая страна, любой город, тему то, ко корейские крема и список лучших ключей. И вот, ну, нет таких справочников. Запустите оба, да посмотрите. Так, Михаил, насколько важны расширенные конверсии в Украине, если Consent Mode V2 не действует и Google видит нужную информацию? Они важны, потому что они позволяют получить больше данных о людях. И потом связать, если вы досылать будете потом оффлайн конверсии, быстрее их связать. То есть, если вы, смотрите, если у вас взаимодействие с Гуглом заканчивается на том, что вы отправили какую-то конверсию на сайте и больше ничего не отправляете, они вам не нужны. Если вы потом доотправляете какие-то оффлайн конверсії, очень даже очень нужны. Юля, скажіть, будь ласка, яка причина сильних скачків продажів? 3 дні гарні продажі, потім замовлень немає. Ну, питання, яке вже 3 чи 4 рази задавали. Конкуренти, алгоритм сквізінг в Гуглі і або недооптимізація. Коли затискають, і Google там просто в нуль уходить, недо, коли Google кому завгодно починає показувати. Михаил, для точки сервисного ремонта техники, если на сайте есть формы заявок, и лучше сделать рекламу на посещение сайта или посещение точки или звонок. Но опять же, какой у вас сервисный ремонт техники? Если у вас сервисный ремонт, не знаю, там, телефонов в центре Парижа, то ясно, что человек идет, ой, разбился телефон, пришел, починил. Если у вас сервисный центр по ремонту телевизоров 80-дюймовых, ну, я не приду с телевизором под мышкой сразу к вам, я сначала позвоню. Просто оглянитесь назад, загляните в свой CRM. В прошлом вам люди чаще посещали вас или звонили? Если не знаете, ничто вам не мешает создать 2 рекламных кампании: одну на звонок, одну на посещение, и посмотреть, какая сработает лучше. Юля, а скажіть, будь ласка, обрати хорошоп для сайту або робити окремий сайт? Дякую. І якщо б я будував свій власний бізнес, інтернет-магазин зараз, я би брав Shopify. Я би і не окремий з нуля, і не хорошоп. Я би брав Shopify. Це система, для якої є безліч спеціалістів, експертів, сервісів, і яка працює здебільшого як годинник. Я би на Shopify будував. Але то я. У кожного, ну, хтось каже, там дорого, підтримка дорога, тема да, для Shopify там, наприклад, теми по 500, по $800 можуть коштувати, але вони офігенно круті. Вони SEO оптимізовані, вони реально круті. Тому от така відповідь. Якщо б я, то вот, с промо я бы точно уходил. Вот, Михаил может помочь с сайтом, отлично. Долімік, добрий вечір, добрий. Не спів ви відповідали, як рекламувати, не спів, чи ви відповідали, як рекламувати сервісний центр? Да, я першим відповідав на це питання, запис потім подивимось. Так, Леволаз. Писав вище про урок торгової компанії, создання настройки оптимізації курсу Google Shopping, товарна реклама для магазину на 6.40, платформі реклами і результати. Напишіть, будь ласка, про прям, ну, у мене немає зараз змогу
піти до уроку товарна реклама для інтернет-магазинів. Ну, точніше, у мене змога є, але 43 людини, я думаю, не захочуть чекати, поки я це буду робити. Напишіть прямо під цим уроком, це ваше питання, і куратор відповість. Там в розділі сеті відповість. Так. І ще момент, швидше не питання, а рекомендація. Раніше мене хвилювала ця проблема. Чи смарт-компанія не міг запустити рекламну кампанію на ремонт мобільних телефонів? Вирішив наступним методом. Зараз для вас нам напише рішення якесь цікаве, дуже дуже гарно. Так, Ігор Долімік, будь ласка, зміни від діяльності ремонт телефонів без вказування мобільних. Ну, цікаво. Тобто, це може дійсно це може спрацювати для обходу автоматичного алгоритму, але як показує практика, раз на декілька років аккаунт перевіряється вручную модератором, і він все ж таки побачить. Але от бачите, вон у вас є сходу от такий трюк. Не вказує ремонт телефонів просто. Тобто може пройти, але навряд чи коли вручну жива людина зайде, воно пройде далі. Какие новые курсы планируются для постоянных учеников? Будут скидки? У нас всегда скидки для постоянных учеников на новинки. Всегда лучшие цены, первые условия. Новый курс сейчас скажу, когда выйдет. Я уже начал над ним работу по поисковой рекламе с использованием искусственного интеллекта. Это прямо огонь топ. То, что сейчас используют в Америке, максимально интенсивно, еще даже в Европе это не используют, как максимально детально использовать возможности искусственного интеллекта Гугла и, в принципе, искусственный интеллект для того, чтобы делать реально крутую рекламу. Это огонь будет курс, где-то конец апреля, апрель-май. Так, друзья, вопросов в чате учеников я больше не вижу. Вопросов, так, в форме я все зачитал. В форме я все зачитал. Окей, вроде бы все. Вопросов больше нет. Так, когда будет курс по дисплейной рекламе? На самом деле мы сейчас изучаем спрос чисто по дисплейной рекламе, там буквально 2 человека из 4000 спрашивало. То есть у нас вот учеников всего 4000, из них 1500 в чате, 50 человек ходят на вопрос-ответ, и там трое спрашивали про курс по дисплейной рекламе. Вот, при такой ситуации нет смысла его создавать, но курс по лидген рекламе, в которую в том числе войдет дисплейная реклама, я планирую где-то осенью этого года. Так, спасибо большое. Все. Юлия и Михаил, свяжитесь как-то. Если я не знаю, как друг другу тут написать, ну, короче, в чате учеников, если что, друг друга найдите. Короче, вам лайфхак, Юля, Михаил, если друг друга не найдете, в чате учеников напишите, что я Юля, Михаил, напишите мне. Все, друзья, рад был с вами пообщаться. Как всегда, насыщенно и интенсивно. Вам успеха в бизнесе. И увидимся на следующем вебинаре, где дальше будем думать, как вас усилить, как улучшить, увеличить, вырасти и как нам с вами, умным людям, стать еще и богатыми. Увидимся на следующем вебинаре. Пока.